Приветствую. Обзор, анализ, прогноз криптовалют. Давайте посмотрим, что происходит на крипторынке, посмотрим интересную статистику, главные новости и события криптовалют. В конце видео, как всегда, несколько графиков. Сразу же обращает внимание на себя такая монета, как Ape. Ее залистило большое количество бирж, и теперь она, можно сказать, хайпует. Объем торгов этой монеты за 24 часа просто шикарный, 8,89 миллиардов долларов за сутки. Давно такого не было на альткоинах, не считая эфириума. На данный момент эта монета на 4-м месте из всего топа. Она же у нас показывает и самый большой рост, плюс 72,4% за 24 часа. Наибольшее падение у монеты THORChain, минус 7,1%. Шорты на биткоине за сутки сократились на почти 5,5%, лонги остались на том же уровне, плюс 0,3%. То большое количество шортовых позиций, которое было открыто еще 11 марта, сейчас на данный момент уже закрыто, так и не дождавшись сильного пролива. Вполне вероятно, тот, кто открывал это большое количество шортов, разуверился в своей позиции и решил не рисковать, прикрыв хотя бы все в ноль. Лонговые же позиции продолжают переть наверх. За сутки ликвидировано более 45,5 тысяч трейдеров, забрали у них 103 миллиона долларов. Между шортистами и лонгистами распределились ликвидации почти 50 на 50, с небольшим, совсем небольшим перевесом шортистов. Вот так выглядят лонговые ликвидации в динамике. Видим, что в последнее время их достаточно мало. К тому же, если приблизить локальную ситуацию, их все меньше и меньше. Шортовые ликвидации практически выглядят так же. По сравнению с показателями прошлого года их значительно меньше, и последняя ситуация также показывает, что ликвидируют шортов все меньше и меньше. О чем это может говорить? О том, что в скором времени вынесут в ту или иную сторону большое количество будет ликвидаций, потому что нужно протестировать, кого сейчас выгодней сбривать. В телеграм-канале выкладывал уже эту картинку, и здесь можно наблюдать вот такую интересную штуку. Всякий раз, когда мы подходили вот в эту зону, отмеченную прямоугольником, когда лонги вырастали, становилось их критически много, это совпадало с дном. Также было в 2020 году. Летом 2021 года также лонгов было достаточно много в районе дна. И вот сейчас у нас лонги аналогичным образом прут наверх. И это говорит о том, что либо мы сейчас уже можем развернуться, и дно у нас локально уже сформировано, либо мы увидим еще один перелой, и все равно в приоритете будет рост. Давайте посмотрим, что у нас с настроением на рынке. По-прежнему экстремальный страх. 25 сегодня цифра. Вчера была 27. Совсем по-другому выглядит сентимент пользователей Твиттера касательно биткоина. И если посмотреть на локальную ситуацию, здесь позитив преобладает. На любом отскоке, каким бы он ни был, даже на самом маленьком, сразу сентимент разворачивается и летит наверх. Пользователи Твиттера ищут любую возможность зацепиться за то, чтобы увидеть здесь перспективу на рост. Об этом же говорит и компания Sentiment. Они анализируют положительные и отрицательные комментарии в социальных сетях, и сейчас зафиксировано превышение практически в 5 раз положительных комментариев над отрицательными. Точнее сказать, в 4,95. Именно в 4,95 раз позитива больше, чем негатива в социальных сетях. Это вполне может говорить о наступлении эйфории в краткосрочном, естественно, периоде, потому что здесь у нас какого-то большого роста нет. Однако надежд на большой рост, видимо, достаточно много. Посмотрим Grayscale портфель. За 24 часа никаких покупок не было, но что примечательно, и за 7 дней все в минусе, и за 30 дней, кроме одной монеты, все в минусе. Только Filecoin имеет положительный баланс. Все остальное постепенно распродается. Даже монета Solana, которую недавно в большом количестве купили, потихонечку продавали и в итоге даже в 30 дней вышли в минус. Если же смотреть на монеты, которые больше всего обсуждают, то та самая монета Ape обогнала даже биткоин. Эта монета на первом месте, биткоин на втором, эфириум на третьем. Кто любит участвовать в таких хайп-проектах, можно присмотреться. Однако график проанализировать не получится, я его уже смотрел, там истории практически никакой нет. Анализировать нечего, и сейчас все это похоже больше там на казино. Вот так выглядит график на Binance. Просто 2 4-часовые свечи. Ну давайте включим, если 15-минутку. Ну на 15-минутке летим вниз. Объемы также падают. Лично я в эту монету пока суваться даже и не буду. А в какую монету стоит суваться, так это в биткоин. Топовый третий кошелек 15 числа снова приобрел немного битка. Плюс 87 штук. После того, как он 1 марта на пампе продал 1500, практически половину обратно уже откупил на коррекции. Продолжает тему китов. Кошельки с балансом больше
1000 биткоинов. В недавнем прошлом показали хороший рост и теперь потихонечку все-таки продолжают ползти наверх. Их становится все больше и больше. После пампа их было 2265 штук, сейчас их уже 2289. Этот памп был как раз таки, когда вводились большие санкции против российских олигархов. Вполне возможно, это и они здесь засели. Посмотрим статистику мувингов, профитов и потерь. Недавно динамика была достаточно хорошая. Голубая линия была сверху красной, что говорило о хорошем сигнале на дальнейший рост. Теперь ситуация кардинально поменялась, и теперь красная линия выше голубой. А это не очень хорошо для роста. Всякий раз, когда красная была выше, цена у нас естественно снижалась, потому что потерь было больше. Вот этот график я тоже кидал в телеграм-канал, и здесь мы видим ставку ФРС США, которую на этой неделе немного подняли. Подняли до 0,5% на 25 базисных пункта. И здесь сравнивается это с S&P 500. Биткоин же очень часто вместе с S&P показывает рост. А когда S&P находится в коррекции, биткоин также идет в коррекцию. По крайней мере, так было в недавней истории. Не всегда, конечно, такая корреляция, но если уж S&P полетит вниз, то биток следом за ним точно отправится в тот же ад. Ну так вот, что касается этой картинки. Мы видим, что когда начиналось, например, в 2004 году поднятие ставки, после этого S&P еще шло в течение года наверх. Вот здесь ставку сильно поднимали, также после этого S&P шло наверх. Здесь ставку поднимали, S&P поперло наверх. В 2016 году, после начала поднятия ставки, все это время, пока поднималась ставка, S&P также рос. И вот в нашей истории это пока не отмечено, ставка также начала подниматься. Это значит, что сразу же мы вниз не полетим. Как показывает история, рост у нас может продолжаться в течение года. Что, конечно же, хорошо для дальнейшего роста битка, если такой последует. И вот еще один индикатор, который показывает, что цена биткоина может находиться на локальном дне. Всякий раз, когда данная метрика была у нижней границы, цена была у локального хая. Вот у нас 19 год, июль, начало 2020 года аналогичная ситуация, май 2021 года такая же штука, и даже сентябрь-октябрь прошлого года также совпадал по данной метрике. И что мы видим сейчас? Мы имеем противоположную ситуацию. То есть данный индикатор сейчас находится наверху. А когда он находился наверху, была также противоположная ситуация. Индикатор наверху, цена на дне. Индикатор наверху, цена также на дне. На этой картинке история с 2019 года, и пока данная система отрабатывала на 100%. Даже коррекция 2021 года также совпала и прекрасно показала дно. Сейчас также мы находимся наверху по данной метрике, что вполне может стать ценовым дном. И вот, кстати, еще одно подтверждение, тоже основанное на коэффициенте стейблкоина, на этот раз осциллятор. И вот мы видим раз, два, три случая, когда осциллятор был внизу, все эти три случая. Мы формировали дно, немного торговались, во всех трех случаях формировали дно, небольшая проторговка, прямо как сейчас, было дно, находимся в проторговке, и после этого, когда осциллятор у нас разворачивался, что он в принципе уже и сделал, сейчас у него направление наверх, вполне вероятно движение также наверх и в плане цены. Резерв биткоина на биржах продолжает сокращаться, его по-прежнему выводят в больших количествах, а заводить совсем не торопится. А если биткоина на биржах становится меньше, то значит и большого дампа ожидать не то чтобы не стоит, но его вероятность значительно понижается. Для того, чтобы продать большое количество битков, их нужно сначала завести на бирже. Да, можно продать на внебиржевом рынке, но так быстро это сделать не получится. Хешрейт постепенно также идет наверх, здесь все нормально с хешрейтом. Позиции майнеров, небольшие колебания, но не превышает критического значения по-прежнему. Здесь пока также все в норме, хотя и активность выросла в сравнении с недавней историей. Если же смотреть резерв майнеров, находимся практически на хаях, небольшое снижение наблюдаем в данный момент, но ничего критичного. Естественно, кто-то продает, кто-то покупает. Данный процесс пока выглядит достаточно стабильным. Давайте посмотрим новости, которые заставили обратить на себя внимание. Сенатор США предложила законодательно обязать зарубежные криптовалютные компании соблюдать санкции. Звучит грозно, но и без этого закона все уже практически крупные криптовалютные компании, по крайней мере криптобиржи, заявили, что будут блокировать тех, кто находится под санкциями, и будут соблюдать все требования санкций. Однако же вот этой тетке, сенатору США Элизабет Уоррен, этого недостаточно. Нужно все это закрепить законодательно. Ну, в принципе, звучит логично.
Она представила новый законопроект, запрещающий зарубежным криптовалютным фирмам вести дела с компаниями, находящимися под санкциями. И если этот закон все-таки примут, то после него президент США может добавлять зарубежные криптовалютные компании в санкционные списки за поддержку уклонения от санкций. Ну, то есть вторичные так называемые санкции. То есть если вы не будете соблюдать наши санкции, то мы и вам отсыпем, так же, как и тем, кому вы помогаете. Пока она не говорит о России, заявляет лишь, что Северная Корея и Иран уклоняются от санкций, храня деньги в криптовалютах. Но почему-то ее это не беспокоило до сегодняшнего дня. Теперь хочет разобраться и прикрыть, так сказать, обходные пути. Но все равно даже обычные люди опасаются таких заголовков, потому что вполне это может коснуться и их. Президент США наделяется полномочиями по введению санкций в отношении операторов обмена, а министр финансов получит право требовать от криптовалютных бирж, работающих в США, прекратить транзакции или иным образом ограничить работу с криптоадресами, которые принадлежат гражданам, проживающим в санкционных странах, то есть сейчас в России, так как Россия самая засанкционная страна в мире сейчас. На нее наложили больше всего таких санкций. То есть, по сути, могут криптобиржи перебздеть, так сказать, и заблокировать всех россиян. Ну, пока речь об этом, конечно же, не идет. И, кстати говоря, Binance это вряд ли будет даже делать, потому что закон касается только США, компаний, которые работают в США, а у Binance есть отдельная компашка для США, Binance US. Вот там они могут всех россиян заблочить, которых в принципе там и нет, а обычный Binance также продолжит свою работу. Но не только вот эта тетка хочет забрать вашу крипту. Ее хотят забрать также и в России. В России будут тщательно отслеживать биткоин-транзакции. 16 марта Центробанк РФ выпустил информационное письмо, в котором рекомендовал банкам обращать повышенное внимание на операции клиентов, связанные с криптовалютами в том числе. Вот 3 критерия, которые необходимо отслеживать банкам. Не характерны для частого потребления рост объемов и однотипность операций, связанных с приобретением товаров с возможностью последующей перепродажи. Ну, то есть, например, сейчас бабушки идут затариваться сахаром. Это необычное поведение, если они будут постоянно тарить какой-то товар в больших количествах, чего они раньше не делали, их вполне могут тоже заблочить. Второй пункт – это операции по выводу средств за рубеж. Я думаю, это больше направлено на тех, кто хочет, допустим, эмигрировать из страны и выводит свои накопления, какие-то свои активы, продает квартиры, машины и пытается бабки вывести за рубеж, тех тоже будут блочить. Ну и третий пункт – операции, связанные с цифровой валютой. Это, в принципе, совпадает со вторым пунктом. Те, кто хочет, например, выехать из страны, но понимает, что рубли и доллары вывести не получится в больших количествах, и пытается сделать это в USDT. Ну и либо, например, купить валюту у него не получается и покупает USDT, как многие русские теперь это делают. Так вот, теперь за это также можно получить блокировку счета. Если такие случаи банки зафиксируют, то рекомендуется провести углубленную проверку в отношении клиента, рассмотреть вопрос об отказе в совершении операции и квалификации ее в качестве подозрительной. То есть покупаешь ты сахар, покупаешь ты доширака на ближайшие несколько лет, ну тогда будь готов продемонстрировать, как ты доширак будешь кушать и способен ли ты съесть его в таких количествах. А то у банков могут возникнуть мысли, как будто бы ты его собираешься перепродавать с наценкой. Еще одна новость про Центробанк. Он разрешил Сбербанку и Лайтхаусу выпускать цифровые финансовые активы, по сути свои токены. 17 марта российский ЦБ включил платформы Сбербанка и Лайтхауса в реестр операторов информационных систем. Это им дает право выпускать в обращение цифровые активы внутри своих платформ. Вот так Сбербанк комментирует это дело. Уже через месяц юрлица смогут совершать первые операции на нашей блокчейн-платформе. Пока мы находимся в начале пути работы с цифровыми активами, понимая, что для дальнейшего развития необходима адаптация существующей нормативной базы. Я так понимаю, теперь на базе платформы вот этой Сбербанковской всякие юрики смогут выпускать свои токены и что-то с ними делать. Но зачем это делать на платформе Сбербанка, не совсем понятно. Международный валютный фонд предоставит Аргентине помощь в обмен на отказ от криптовалют. Не хотят они видеть новый Сальвадор. То есть МВФ отсыпает Аргентине денег, и они подписывают соглашение, которое обяжет правительство Аргентины препятствовать нерегулируемому использованию криптовалют. То есть таким образом они подкупают страны. Дают вот Аргентине 45 миллиардов долларов. И вот эти привлекаемые денежные средства должны быть направлены на предотвращение дефолта в Аргентине.
которые страна накопила с 2018 года. Но если такая практика будет распространена, то МВФ придется практически всей Латинской Америке так миллиарды отсыпать, чтобы те, не дай бог, не встали на скользкую дорожку Сальвадора и не признали платежным средством у себя биткоин. Ну и напоследок негативная такая новость. Возможно, мы с вами видимся даже в последний раз без VPN на YouTube, потому что в России могут скоро YouTube вообще заблокировать. И сделать это они могут даже сегодня, ну либо в течение следующей недели. Об этом сообщал анонимный источник, связанный с Роскомнадзором. В принципе, YouTube хотели заблокировать еще на прошлой неделе, но тут резко выскочил Instagram со своим изменением правил и бросили все силы на него. Теперь Instagram заблокировали, а решение по YouTube немного отложили. Кстати говоря, Instagram заблокировали достаточно странно. Сайт заблокировали, а приложение по-прежнему работает. Такая же история и с Твиттером. Сайт не работает, а приложение Twitter на телефоне работает. Поэтому YouTube, конечно, могут и заблокировать достаточно надежно, как говорится, что он из приложения не будет открываться, поэтому VPN обязательно ставьте. Но если они не исправят своих ошибок и руки у них растут снова из того же места, то YouTube, по идее, должен на телефоне продолжить работать, но вот с компа уже не получится посмотреть. В любом случае, подписывайтесь на Telegram, устанавливайте VPN. Теперь это, можно так сказать, обязательное условие для потребления информации с различных источников. Ну и давайте посмотрим напоследок, что у нас происходит на графике биткоина. На 4 часах здесь все по плану. Кстати говоря, когда мы на процентной ставке здесь колебались, я биткоин все-таки еще раз купил. Вот здесь вот над вот этой скользящей средней. И стоп поставил вот за основание вот сюда. Пока прибыли практически никакой, стоп я никуда не переставлял. Буду ждать дальнейшего роста, либо отработки стопа и фиксации небольшого минуса. Пока сделка в силе. Что же касается прогноза, глобально здесь также все в силе. Находимся предположительно вот в таком треугольнике ABCDE. Находимся в волне D, его структура в виде зигзага. И в этом зигзаге не хватает еще одной волны наверх, которая вполне может в скором времени отработать. На нее как раз таки я и рассчитываю. Ну и давайте посмотрим еще S&P 500, потому что сегодня смотрели его, такую зависимость от повышения ставок. И в последний раз, когда мы его смотрели, здесь у нас наблюдался вот такой нисходящий канал, который мы пробили. Протестировали сверху, теперь мы пробили и скользящую среднюю 200-ку, тоже протестировали сверху и снова направились наверх. Вполне возможно, S&P также будет расти, что, конечно же, хорошо и для битка. Спонсор канала написал просьбу посмотреть доллар-рубль, но здесь смотреть практически нечего. Да, он укрепился, был небольшой позитив, и думаю, не без участия Центробанка этот пролив вниз был совершен. Но я по-прежнему и не продаю, и не покупаю баксы. Покупать сейчас достаточно сложно, биржи все закрыты, а продавать я его и не собираюсь. Так сказать, лежит все под подушкой. Если же все-таки какие-то прогнозы делать, то они практически те же, что и раньше. Вполне вероятно, у нас была волна 3, либо она закончилась, либо еще один прострел наверх. Но в любом случае, еще волна 5. В волне 3 еще волна 5 глобальная. Пока для меня видится все это вот так. 1-2, находимся в какой-то локальной тройке. И очень уж сильного укрепления по рублю я, пока не вижу. В самом позитивном сценарии, вот при такой структуре, куда может спуститься, укрепиться рубль, так это вот сюда до пика волны 1, это в районе 80. Но это уже самый позитив. В геополитике вокруг России и вокруг рубля негатив. Я предпочитаю баксы держать. Была бы возможность, может, даже и докупил. Но хотя пока сетапа нет. Вот здесь на 4 часах неплохо все это выглядит. Скользящая средняя, до нее дошли, откупать начали. И вот здесь, если мы сформируем еще один заходной импульс, на его откате вполне можно покупать баксы, потому что с большей вероятностью курс полетит еще выше. Благодарю тех, кто досмотрел видео до конца. Подписывайтесь на канал. Здесь все-таки, хоть и через VPN, буду выкладывать ролики. Подписывайтесь на телегу, пишите комментарии, ставьте лайки и счастливо!